Привет и добро пожаловать на Гурмикон. Сегодня мы с вами получим ответ на волнующий всех вопрос, когда же выйдет следующее обновление SpacePE, и для этого я приглашаю в студию Гармушу. Ну, здравствуй. Привет. Так обнова SpacePE выйдет? Нет. Какой печальный ответ. SpacePE не выйдет, но я хочу проанонсировать другой проект, аддон BuffBox. С помощью этого аддона вы сможете погулять в лесах пчелобавов, спастись от вируса уродства и Алехи, и даже попасть на шоу Усатого Ананаса и сразиться с... Удали сейчас же! Похоже, нужно устроить небольшую рекламную паузу, пока мы решаем это недоразумение. Дурка, война за палату. Это новый экшен от первого лица, а создатели открывающая квадратная скобка World in Progress и закрывающая квадратная скобка не заходите, то бан. Окажитесь в постапокалиптическом мире ГТ, где Земля перетерпела вторжение таинственных вооруженных сил. И попадите в дурку, которая является намного более загадочным местом, чем кажется на первый взгляд. Сбегите из дурки, пробираясь сквозь толпы рабов Дерни, решая головоломки и участвуя в масштабных сражениях, и узнайте, что скрывается за всем этим бредом на самом деле. Дурка, война за палату. Оформите предзаказ уже сейчас. Так что же произошло на SpacePE? Я не хочу обновлять SpacePE. Понимаете, на SpacePE я только учился разработке аддонов, и поэтому в основе него лежит куча непроработанного, некачественного и не вписывающегося в игру контента. И обновлять SpacePE это все равно, что строить на непрочном фундаменте. Так вот, история SpacePE закончена. Но там, где заканчивается одна история, начинается другая. Поэтому прямо сейчас я хочу представить вам Space Origins. Space Origins это совершенно новый космический аддон для Minecraft Bedrock. Как и SpacePE, этот аддон позволит вам исследовать новые планеты с уникальным контентом, но в отличие от него, Space Origins стремится сохранять атмосферу ванильного Майнкрафта и держать планку проработанности и качества. И каким же образом это достигается? Перед релизом в аддон весь контент проходит тщательную проверку от наших специалистов. Атмосферизм 100%, ванильность на высшем уровне, наркинизма тоже хватает. Можете пропускать. Так. А это что еще такое? Что это за неванильный ужас для нуля IQ фанатов компота? Уничтожить немедленно! Благодаря такой проверке контент Space Origins работает по принципу ванильного Майнкрафта. Например, из каменных пород на разных планетах можно создать кирпичи и все вытекающие из них вариации камня, а из сапфира можно скрафтить полный сет брони и инструментов. Space Origins будет взаимодействовать с экосистемой игры. Например, ваше первое топливо будет состоять из измельченного незерака, а на других планетах можно будет найти и ванильные руды в разных количествах. Хотя в Space Origins множество нового контента, с некоторыми вещами вы уже знакомы. Например, как и в SpacePE, ключевым элементом к полету в космос будет алюминий. Однако потом вы создадите из него новые сплавы, построите себе ракету, скрафтите новые технологии и отправитесь покорять новые, процедурно генерируемые планеты. Так значит, планеты не будут заранее построенными структурами и будут генерироваться по-разному в каждом мире? Да, это стало возможным благодаря новой видеокарте GTX 660i от наших партнеров компании Gurmiforge. Помимо прочих генераторов, эта видеокарта поддерживает технологию процедурной генерации ландшафта нового поколения, которая позволяет создавать абсолютно любые планеты с уникальным рельефом. Эта технология поддерживает мультишумовую структуру, выполнение функций, например, для вулканов на Венере, а также генерацию руд и пещер, что делает исследование недр планет более интересным. Более того, на планетах будут генерироваться разнообразные структуры. В них можно будет найти не только уникальный лут, но и узнать, что происходило в этом месте до вас. Да, в Space Origins будет лор, но его будет немного, он просто будет отражать те идеи, которые пришли ко мне во время разработки. Кстати, об идеях. Сейчас планеты находятся на ранней стадии разработки, поэтому если у вас есть идеи какого-то контента для планет, вы можете предложить их на дискуссию. Ну и самый главный вопрос, когда же стоит ждать выхода этого аддона? Я не знаю точно, нужно позвать директора по финансам, у него должны быть намечены сроки. К счастью, директор по финансам сейчас появится в нашей студии.
Лампы, веревки, бомбы. Тебе все это Я нужно? не совсем Оно понимаю. твое.